привет! Сегодня я предлагаю вместе со мной сшить носочки. Носочки я буду шить из старого ненужного свитера. Я отрезала рукава, убрала швы, вот все отрезала уже. То есть у меня вот такие куски как бы ткани получаются. Тоненький такой трикотаж, мягкий, приятный. Как свитер уже он себя износил, и можно дать вторую жизнь. Сделаем носочки. Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Что для этого нужно? Соответственно, то, из чего вы будете шить. Можно просто взять, купить кусок трикотажа. Можно взять, использовать старую футболочку или гольфик, или что у вас есть. Или вот как я, свитерок. Далее нам нужны мерки. Нам нужна мерка длина стопы. Меряем от большого пальца, вот выступ, и до пяточки. Ну вот у меня получается 23 сантиметра. И вторая мерка — это обхват ноги вот в самом широком месте. У меня это 22 сантиметра. А если у вас вот здесь большой подъем, то есть можно сделать две мерки. У меня вот видите практически одинаково, вот почти 22 тоже. Если тут сильно большая разница, да, вот бывает сильно большой подъем, то берем среднюю величину между этой и этой. Дальше нам нужно еще знать величину как коэффициент растяжимости ткани. То есть так как я буду шить из трикотажа, да, то он тянется, и он может тянуться, какой-то больше тянется, какой-то меньше. Чтобы носочки потом не висели на ноге, а хорошо сидели, нужно измерить эту величину. Как измерить? Смотрите, берем линейку, да, и вот, к примеру, берем трикотаж на уровне 10 сантиметров. Можно меточку поставить, можно просто пальчиком здесь взять, и в начале на нолике растягиваем. Ну, растягиваем, конечно, можно растянуть и вот так, да, но тогда вот видно, что как бы рисунок вот этот вот вязкий совсем портится. Вот, то есть до одури не надо тянуть, растягиваем немножко. Ну вот, где-то до 12 у меня получилось, чтобы не искажался совершенно рисунок. Вот так. 12. Вот, 10 и 12. Значит, коэффициент растяжимости у нас будет 10 делим на 12. И у нас получается 0,83. Дальше. У нас обхват стопы, да, был 22 сантиметра в моем случае, и длина стопы у меня 23 сантиметра. Теперь нам нужно знать редуцированную мерку обхвата и длины. Получается, вот обхвата редуцированная мерка 22 умножаем на коэффициент, который мы посчитали, 0,83, и у нас получается вот 18 и 26. 18 и 2 сантиметра. Далее точно так же меряем. То есть это у нас в ширину растяжка. И также у нас может ткань растягиваться и в длину. Может и не тянуться по долевой. Мы меряем точно так же. Вот берем на нолике, ставим пальчик на 10 и немножко растягиваем. Ну тут вот больше чем на 11 уже можно, конечно, дотянуть и до 12, но то сильно. Вот до 11. Значит, считаем коэффициент растяжимости. 10
разделить на 11. Это получается 0,9. Это коэффициент для длины. Итак, длина стопы редуцированная мерка. Получается 23 умножить на 0,9. У нас получается 27. Округляю эти цифры до круглого. Ну, так как здесь 18,2 ближе к 18, то у меня будет 18 обхват. Здесь 27 ближе к 21 сантиметру, да, вот и возьмем 21 здесь. То есть округлили. И теперь по нашим меркам будем делать чертеж. Берем лист бумаги. Нам нужно мерку обхват стопы 18 поделить пополам. Это 9 сантиметров. Это ширина. Откладываем 9 и сюда 9. Проводим линию. Далее откладываем теперь нашу длину стопы. Откладываем длину стопы, которую мы здесь посчитали, вот 21. И к этой величине мы прибавляем, ну, тут уже кому как нравится, сейчас покажу. Вот на примере этого носочка, да, вот пяточка и в высоту вот идет. Можно брать меньше, можно побольше брать, ну, то есть можно брать 5-10 сантиметров, ну, по желанию. Давайте возьмем 7 сантиметров. 7 сантиметров, то есть это верх идет у нас. Получается всего 28 сантиметров величина. Откладываем 28. Вот этот прямоугольник, это наша основа. Далее от низа линии мы откладываем выбранную высоту. Вот 7 сантиметров решили, да? Откладываю 7 сантиметров сюда и с этой стороны также. Дальше. Дальше вот в пяточке мы делаем такие вот выточки, вот, чтобы у нас пяточка получилась. Вот так. Откладываем 4 сантиметра. И сразу пополам. И тут 4 сантиметра. И пополам. Там, где половинка, провожу линию. Ну, здесь тоже можно линию провести. Вот так. Далее откладываем вот здесь от этих точек по полсантиметра. Тут полсантиметра и тут полсантиметра. И то же самое с этой стороны. Вот так. Далее вот от середины, получается, выточки сюда к серединке мы откладываем по 3 сантиметра. Выточка, высота выточки. И здесь 3 сантиметра. И теперь соединяем вот эти точки. Вот от 0,5, там где 0,5, и до высоты выточки. Вот так. Далее вот эти точки 0,5, вот эти, соединяем с началом. Вот так. И с этой стороны также.
Так, дальше. Дальше переходим к носочку. Здесь делим пополам. Ставим точку. Так, у нас тут 9 сантиметров. 4,5. Далее по биссектрисе угла откладываем 3 сантиметра. Вот эти точки. И соединяем теперь плавно, как бы кружочек делаем. Можно взять лекало и при помощи лекала это делать. Так, тут 0,5. Тоже примерно себе наметим. Как бы наметили себе по 0,5 вот эту линию. И теперь аккуратненько вот так переходим к этой линии. Вот получается наш чертеж. Сейчас я выделю фломастером. Вот так. Это получается у нас вот эта часть. Вот с пяточкой. Задняя часть. И нам нужна еще передняя часть носочка. Вот эта вот часть. Все просто. Эту часть мы получаем из задней части. Только вот здесь мы соединяем линии, и тут откладываем 4 сантиметра, то есть убираем вот эту вот выточку. 4 и тут 4. Так как мы выточку на пяточке закроем, а впереди у нас же ее нету, поэтому вот это вот наша будет идти передняя часть. Ну и дальше пошла. Все просто, думаю, все понятно. Теперь вырезаем и переносим на ткань. Кладем по долевой и обводим. Вот долевая. Также это выкройка без припусков на швы, поэтому припуски на швы оставляете. Если на оверлоке будете сшивать, то достаточно полсантиметра оставить. Если на машинке, оставьте лучше чуть больше, потом срезать можно. Вырезали обе детали. Теперь нужно сшить вот эти выточки. Можно приметать и сшить, можно приколоть и сшить. Итак, вот я прометала. Далее ставим на машинке строчку эластичную. У меня она номер 13. Так, здесь у меня на нолике.
И шаг, ну, двоечку, 2,5 можно поставить. Вот так. И шьем. Ставим иглу в начало, вот вверху выточки. Опускаем лапку. Строчку уже выбрали и шьем. И сейчас в обратную сторону иглу вынимаю и ставлю зигзаг троечка и уменьшаю шаг зигзага где-то на единичку. И в обратную сторону шьем. Ну, вот так получается. И теперь нитку можно убрать, наметку, и лишнее срезать. Вот так. То же самое проделываем со второй выточкой. Вот так. Дальше следующим этапом мы прикалываем либо приметываем верхнюю часть лицо к лицу. Вот так. Приметала я. Можно сколоть просто булавочками, как вам удобно. И точно так же, как и пятку, прошиваем. Вначале я шью эластичной строчкой, а затем уже обработаю край зигзагом. Все то же самое можно проделывать на оверлоке. Просто сшить на оверлоке. Но показываю на машинке, так как не у каждого имеется оверлок. Прошили. И теперь убираем наметку и лишнее вот подрезаем. Обрезала я лишнее вот по краям. Вот так получилось. Отутюжила швы. И осталось нам сделать манжет. Вот как здесь. Для этого можно использовать либо эту же ткань, либо рибану можно использовать. У меня здесь есть вот внизу манжет, да, и я как раз его и буду использовать. Сейчас я отрезаю. Здесь у меня ширина, помним, да, 9 сантиметров, 9, ну, с одной стороны и с другой, то есть 18. И на манжет мы возьмем на сантиметр меньше, чтобы хорошо на ножке сидело. Высота манжета тоже может быть разная, на свое усмотрение. Вот у меня какая тут есть. Я буду складывать пополам потом. Такую я и буду использовать. У меня здесь 8 сантиметров, то есть в сложенном виде это 4 сантиметра, ну и плюс пускай здесь где-то полсантиметра, там 0,7 уйдет на строчку. Вот такой манжет будет. Далее отмеряю 17 сантиметров, то есть на 1 сантиметр меньше, и с припуском на шов где-то, ну, сантиметр возьмем, то есть беру 18 ровно. Вот так. Сейчас иду на машинку и делаю строчку, прокладываю. Лишнее срежем
То есть, чтобы в шве оставалось поменьше ткани. Здесь оно будет у меня идти внутрь, поэтому я не буду здесь обрабатывать. Вот так раскладываю как бы как в разутюжку, да, шов, и вот так складываю вместе. Вот такой манжет. Выравниваю края, берем наш носочек, ставим манжет внутрь, вот так, и прикалываем. Ну, здесь можно чуть-чуточку вот как бы сместить в бок шов, чтобы не сильно толсто было, так как здесь вот получается, ну, толстенько, да, в разутюжку, и этот шов можно вот так рядышком, совсем рядышком. Прикололи. Ну, так можно в 4 местах приколоть. Выравниваем край. Вот так. Если хотите, можно приметать. Ну, в принципе, здесь можно и не приметывать. И начинаем пришивать вот все 3 ткани, да, 3 слоя. Вот так вместе. То есть смотрите, чтобы никакой слой никуда не убежал. Начинаем шить точно так же эластичной строчкой. Итак, прошили, обработала так же само зигзагом и выворачиваем носочек. И вот у нас получается вот такой симпатичный носок. По ножке все будет сидеть отлично. И да, еще какой, ну вот так смотрится, какой еще момент: обязательно, если шьете трикотаж, то не забудьте установить иглу для трикотажа. Если есть лапка тоже для трикотажа, то тоже устанавливайте ее. Это для того, чтобы не возникло вопросов со строчками. Ну вот носочек. Ну и давайте примерим. Вот такие получились у меня носочки. Вот так на ножке. Можно сделать, как я уже говорила, высоту вот здесь. Взять не 7 сантиметров, а 8, 9, 10. Ну, то есть повыше. Будут повыше носочки. Ну, а так, в принципе, я думаю, понятен. Все показала, все рассказала подробно. Ну и то же самое можно сшивать не обязательно на машинке. Если есть оверлок, пожалуйста, еще проще. Вторая жизнь старых вещей. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие видео. У меня много и поделок, и из ненужных, и из нужных вещей. Все, что хотите. Вязание и шитье. Пишите ваши комментарии, делитесь этим видео с друзьями, чтобы побольше людей смогли увидеть и творить своими руками тоже. Не жадничайте, поставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем пока-пока!